Всем привет! Сегодня в этом ролике я вам расскажу, как настроить угол обзора в Battlefield 2042. Поехали! Всем привет еще раз, дорогие друзья, зрители и подписчики канала. Сегодня в этом видео я вам расскажу, как настроить угол обзора для комфортной игры на начинающем, может быть, таким как я, игрокам. Да, друзья, всем спасибо, кто пишет комментарии в видеороликах. Особое спасибо человеку, который написал к предыдущему видеоролику все, что не то что думает, а как я именно преподнес. Если хотите, посмотрите предыдущий ролик про настройки Battlefield 2042. Но в этом видео я вам расскажу, как настроить угол обзора, чтобы правильно и комфортно играть. Давайте перейдем в настройки. Значит, заходим в настройки, параметры, смотрим угол обзора. Угол обзора у меня стоит 105. Угол обзора от третьего лица у меня стоит 55, как бы по дефолту, потому что его не трогал. Угол обзора у меня выключен. Давайте посмотрим, как это на деле происходит. Значит, смотрите, вот видите, вот я сейчас первым прицелом показываю вот на деревце. Смотрите, смотрим в прицел, и оно практически у нас вблизи, хотя я нахожусь очень далеко, как сами видите, очень далеко нахожусь от этого именно дерева. Давайте еще раз посмотрим. Вот, видите? То есть очень близко в прицел видно будет вашего врага. Теперь давайте посмотрим, что будет, если я включу угол обзора, но оставлю общий угол обзора на 105. Давайте посмотрим. Смотрим. Видите? Я стою на том же месте, что я и стоял. Но теперь смотрим на дерево. Видите, дерево очень-очень далеко. Так. Вот. Поняли? Из-за чего, для чего нужен этот угол обзора в прицеле? Давайте еще раз включим. Точнее, отключим. И сейчас обратно посмотрим. Видите? То есть угол обзора в прицеле очень близко приблизил. Для чего это нужно? Для того, что если вы играете штурмовиком, то есть если на вас тут бежит, грубо говоря, толпа ваших врагов, и чтобы вам комфортно было и удобно стрелять с дальних дистанций. И еще хочу сказать, при приближении врага на ближней дистанции, то есть, грубо говоря, да, вот давайте я вам сейчас покажу. Но, к сожалению, здесь никого, наверное, скорее всего, нет. Ну, смотрите, когда, грубо говоря, где-то в районе 10-30 метров к вам приближается враг, он у вас в прицеле будет очень-очень близко. И лучше вам всего это что делать? Стрелять первым прицелом, который у вас есть на экране. Давайте теперь посмотрим, что будет, если нам общий угол обзора выкрутить на минимум. И также оставить угол прицела выключен. Смотрим. Видите, общий угол обзора теперь у нас приближен, то есть картинка у нас растянулась. Но прицел остался тот же. Вот, смотрите, давайте посмотрим. Прицел остался тот же, но вытянулась общая картинка. Давайте посмотрим, что будет, если нам включить его. Если мы его включаем, у нас ничего не меняется. Для чего это нужно? Если вы хотите видеть лучше своих, так сказать, врагов, то вам лучше поставить настройки на 105 и выключить угол обзора в прицеле. Вот, видите, для чего это нужно? Ну, для того, чтобы угол обзора общий у вас был
виден. То есть откуда бегут соперники, вдруг они вот оттуда бегут, и вам будет видно, когда вы бежите, вот, да, вы бежите, и у вас там видно то, что с правой или с левой стороны у вас будет видно соперников. А если мы общий угол обзора выкрутим на минимум, это на 50, у вас угол обзора станет очень-очень маленький. То есть вы будете видеть только перед собой, и какие-то края, куски вы только будете видеть. И вы не будете видеть там с той же вот горы, вдруг вот там вот враг находится, да, или вот там вот находится. То есть вам надо будет крутиться, блин, очень-очень быстро смотреть, слушать это все. Ну, я думаю, для очень таких продвинутых уже там игроков это как бы не особо на них это влияет. Вот. А для таких начинающих лучше всего это вот 105. Ну, скорее всего, даже и опытные игроки выкручивают на угол обзора общий на максимум. Чтобы лучше было видеть, вот видите, чтобы лучше было видно, откуда соперники могут к вам бежать. Вот. Так что, если вам понравилось, можете поставить такие настройки, как у меня, либо сами можете поэкспериментировать в этом плане, если вам не нравится очень далеко, либо очень близко, можете какие-то свои поставить настройки небольшие, там, я не знаю, 80, но для того, чтобы поставить 80, угол обзора в прицеле, ну, немножко не будет не работать. Да, самое главное, если вы поставили на максимум, на 105, угол обзора в прицеле обязательно включите, чтобы у вас увеличилась общая картинка в прицеле, чтобы вам лучше было видно и удобнее было стрелять. Так что, друзья, всем спасибо за внимание. Пишите в комментариях, понравилось вам это видео, не понравилось. Что еще снять можно по поводу Battlefield 2042, какие у вас еще вопросы есть в этом плане. Всем спасибо за внимание, всем пока.